Всем привет, с вами Legendas и Mortal Kombat Mobile. И сегодня мы поговорим о классической башне Линь Куэй, а также посмотрим мое прохождение первых 3 боссов. Ну а перед тем как мы начнем, я хотел бы сказать несколько слов о нашем проекте. Если ты еще не знаешь о нашем проекте, MK Mobile Source – сайт, посвященный игре Mortal Kombat Mobile, где ты сможешь найти много полезного, узнать следующие испытания, время до начала классического рептилии или охоты за реликвиями, а с помощью калькулятора талантов теперь не нужно делать много скриншотов для того, чтобы показать, какие таланты ты используешь. Достаточно сделать один скриншот с экрана или скопировать ссылку и отправить другу. Перейдя по ссылке, у тебя будет готовый билд, а при желании ты сможешь его отредактировать. Также доступен раздел со снаряжениями, где ты сможешь посмотреть описание предметов, их характеристики и бонусы. Теперь не нужно ломать голову, чтобы узнать, какое снаряжение используют боссы, достаточно зайти и посмотреть. А для любителей испытать удачу и открывать паки, есть эмулятор паков, с помощью которого можно открывать паки, как в игре, с аналогичным шансом и процентом выпадения. Это поможет сэкономить души, и теперь можно будет узнать, какие паки стоит открывать, а какие нет. Также ты сможешь поддержать проект донатом и мотивировать разработчиков. А если ты хочешь принять участие в проекте или поделиться идеями, можешь это сделать, связавшись с нами. Все необходимые ссылки вы найдете в описании. Ну а теперь поговорим об классической башне Линь Куэй. Это уникальная башня, ведь именно это первая башня, в которой разработчики добавили боссов в качестве противников. У многих возникает вопрос, какой же все-таки сложности башня Линь Куэй? Башня Линь Куэй является гибридной башней и совмещает в себе две сложности – обычную и фатальную. В то время разработчики еще не имели четкой концепции, по какому принципу они будут выстраивать уровень сложности башни, а также делать награды. И как вы можете обратить внимание, первые противники в башне Линь Куэй очень слабые, а проходя башню до более высоких этажей, уровень сложности классической башни Линь Куэй становится ближе к фатальному уровню, где у противников также появляется снаряжение и дополнительные модификаторы. Также многие задавали вопрос и хотели узнать, насколько сложно будет проходить классическую башню Линь Куэй. На этот вопрос однозначного ответа нет, но я постараюсь более понятным языком объяснить многие нюансы. В тот момент, когда вышла классическая башня Линь Куэй, было обновление 2.6, и на тот момент в игре было гораздо меньше персонажей, чем сейчас, а также гораздо меньше снаряжения, которое игрок мог получить. В обновлении 3.0 были очень сильно переработаны таланты и стали гораздо лучше и эффективнее. Поэтому при первом запуске башни Линь Куэй была достаточно сложной для игроков, потому что у них не было достаточно опыта, снаряжения и эффективных талантов для того, чтобы более легко проходить эту башню. А на данный момент в игре очень сильно переработаны таланты, которые стали очень эффективными, а также очень много полезных персонажей и их пассивных способностей, и много снаряжений, которые игрок получает из прошлых башен, и он также их может использовать в башне Линь Куэй. Некоторую сложность при прохождении башни Линь Куэй могут испытывать новые игроки на слабых аккаунтах, у которых слабо прокачано снаряжение, слабо прокачанные персонажи, а также нет снаряжения из других башен. Но даже несмотря на это, большинство игроков смогут пройти башню Линь Куэй. Ведь сейчас, благодаря новым талантам
и таланту Метки Смерти большинство боссов будут проходиться гораздо легче, а в обновлении 2.6 не было таланта на Метку Смерти. Точнее, этот талант совершенно работал по другой механике. И для того, чтобы эффективно добить противника, был только единственный вариант – это использовать комплект Бруталити из этой башни. Но также он был не у всех игроков. При прохождении башни Линквей мы гарантированно получим комплект Бруталити за победу в 200-й битве. Это уникальная награда, так как гарантированно получить комплект Бруталити можно только в башне Линквей. А также мы получаем дополнительно одну алмазную карту, а точнее одного из 3 алмазных Сабзира. Ну а также, в чем заключается уникальность этой башни, вы будете сражаться с боссами каждые 10 боев. А именно для новичков это будет очень выгодно и полезно, так как за каждую битву с боссом он будет получать золотую карту персонажа и очень быстро прокачивать свой аккаунт. Ну а что касается старых игроков или игроков, у которых уже прокачанные аккаунты, они будут дополнительно копить души. И единственная достойная награда для этих игроков будет собирать оставшееся снаряжение из башни Линквей. Ну а все остальные награды это будет частичная компенсация затраты душ на обновление попыток. Ну а я собираюсь дальше выкладывать свои прохождения и битвы с боссами, а также для моих подписчиков на Бусти я выпущу несколько гайдов с советами по классической башне Линквей и некоторыми лайфхаками. Ну а теперь пришло время посмотреть на битву первых 3 боссов. Приятного просмотра!
А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Friendship. Scorpion wins. Flawless victory. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap.